Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Друзья, так уж получается, что люди очень ленивые существа, особенно когда это касается вопроса освоения чего-то нового. Мастерства, увлечений, хобби, и сейчас конкретно я говорю про эпоксидную смолу. У меня очень много знакомых, многие ребята писали мне в инстаграме в директ с простыми вопросами. С чего начать, какой инструмент на начальном этапе требуется, какие материалы закупить и сколько денег-то в конце концов нужно. Сегодня в ролике я постараюсь ответить на самые важные вопросы в каждом направлении разных изделий из эпоксидной смолы. Обо всем об этом сегодня в ролике, друзья. Поехали! Ну и перед тем, как начать, я думаю, правильнее всего будет распределить изделия из эпоксидной смолы на несколько категорий, так как каждое изделие требует отдельного материала, отдельного инструмента, соответственно, и стоимость будет разная. Я выбрал 3 категории, которые сам же назвал своими именами. И первая категория будет называться эпоксидная столярка. Там будут у нас изделия из дерева, там, где требуется большое количество смолы, то есть столешницы, стулья, лавочки, полочки, ночнички из эпоксидной смолы, там, где действительно требуется дерево и большое количество смолы. Вторую категорию я назвал бижутерия. Там у нас будут сережки, кольца, подвески, соответственно, украшения. Все украшения, которые можно сделать из эпоксидной смолы. Ну и третья категория, она более далека от меня. Я ее назвал творческая, то есть там заливка картин, заливка часиков всяких, заливка камней, срезов камней эпоксидной смолы и тому подобного. Теперь, когда у нас есть категории, сразу же объясню. Эпоксидная смола во всех категориях будет стоить 900 рублей. То есть я взял общую стоимость, чтобы не выискивать. Я понимаю, что есть смола и за 500 рублей, есть за 1500 рублей. Мы взяли среднюю стоимость, чтобы было проще. Теперь как мы будем оценивать каждую категорию? Друзья, будем оценивать по 4 пунктам. То есть первое, помещение, где можно работать с эпоксидной смолой. Второе, материалы, которые требуются для изготовления этих изделий. Третье, инструмент. И четвертое, расходники. Соответственно, в первом помещении, понятно уже. Второе, материалы, которые требуются для изготовления этого изделия. Третье, это инструмент, который требуется для, опять же, изготовления этого изделия. И четвертое, расходники, которые просто как расходный материал, а-ля наждачка, паста и тому подобное. Давайте переходить к первой категории. Вперед! Первое. Эпоксидная столярка, друзья. И давайте начинать, как я и сказал, по категориям: помещения, материалы, инструмент и расходники, чтобы не тратить ваше время. Итак, как бы кто ни упирался, друзья, но на самом деле в квартире, либо в каком-то доме, ну если у вас огромный дом и есть гараж, можно, конечно, но в жилом помещении создать какое-то изделие большое из дерева и смолы и пользоваться инструментом, который столярный инструмент, хоть и ручной, но все-таки шумный и достаточно грязный, просто невозможно. Поэтому в свой списочек я добавил аренда помещения. То есть, ну, гаража, допустим. Это будет занимать 5000 рублей. Теперь, если мы прыгаем от стоимости смолы, которая так и так нам потребуется для создания столешниц там и подобного, на начальном этапе нужно хотя бы 10 литров эпоксидной смолы. Это еще 9000 рублей. Опять же, в наш списочек. Тут же потребуется дерево. То есть, если эта категория действительно у нас относится к созданию столов, ночников, чего угодно, хоть полочки из эпоксидной смолы и дерева, в любом случае нужно дерево, а закупить дерево тоже не получится. Там дощечку какую-то одну взять. Требуется хорошее дерево, простое дерево не подойдет. Хорошее дерево плюс разные расходники, опять же, деревянные, да, чтобы сделать опалубку для стола, допустим, какой-то щит, может быть, нужен, на котором заливать все это. Это, опять же, деньги, и это 5000 рублей. Это все идет в список. Соответственно, как только мы подсчитали сейчас материалы, я думаю, этого будет достаточно: смола и дерево. Ну, в дерево мы запихнули, опять же, расходники, которые из дерева. Переходим к инструменту. Этот вопрос уже у нас обсуждался на канале не раз. То, что не обязательно на начальном этапе покупать инструмент. То есть там потребуется фрезер, циркулярка, шлифовка, много разных ручных инструментов, которыми, в принципе, можно делать столешницы и тому подобное. Но можно это все не приобретать в магазине. Можно это взять в аренду, допустим, заливать всю неделю изделия какие-то. И вот раз в недельку, допустим, в субботу взять инструмент и все обработать это на
арендованном инструменте. Но в любом случае на это потребуется тоже в районе 3000 рублей. Я посчитал среднее 3000 рублей. За инструмент берут 500-700 рублей. 3000 будет достаточно. Помещение есть, материалы есть, инструмент есть. И вот переходим к расходникам. Многие, я думаю, будут против и скажут, что это полная ерунда. Но на самом деле на расходники уходит очень много денег. Это наждачка, полировка. На одну наждачку уйдет очень много денег. Потому что там зерно от 80 до 2500-3000 тысяч. Это очень много наждачки требуется, чтобы одну столешницу отшлифовать, пройти ее, полирнуть. Какие-то требуются, опять же, саморезики, гвоздики, полировка, губка и тому подобное. Я, может быть, немножечко переборщил, но все-таки в моем списке это все занимает 3000 рублей. Может быть, многие будут против, я не спорю ни с кем. В моем списке это занимает 3000 рублей. Теперь, когда мы складываем все это в общую массу, в общую котлету, на выходе получаем гараж 5000, смола 9000, дерево 5000 рублей, инструменты и расходники по 3000 рублей. И в общем итоге 25 тысяч рублей. Возможно, кому-то покажется, что это много для того, чтобы сделать первый стол. Но действительно, чтобы сделать что-то стоящее, потребуется и инструмент, и смола. Достаточное количество, вы не можете залить 1 литр смолы и сделать шикарный стол. Потребуется и хорошее дерево, ну и, конечно же, нужно помещение, потому что в квартире просто работать будет невозможно. Но есть и огромный плюс, конечно же, этой категории создания этих изделий из эпоксидной смолы. Это стоимость столешницы. Я думаю, те, кто интересуется эпоксидной смолой, знают, что столешницы из эпоксидки, ночники, всякие там, не знаю, даже стульчики и полочки из эпоксидной смолы действительно стоят достаточно дорого. Есть и плюсы, есть и минусы, конечно, в начинаниях, но такой вот итог. Переходим ко второй категории, друзья. И это у нас бижутерия. Тут немножечко все проще. Если начинать с верхних категорий, которые у нас были, а соответственно помещения, тут огромный плюс. Реально, вы можете работать дома, в квартире, в частном доме, неважно, где вы живете. Действительно, это прям супер плюс. Вам нужен маленький уголочек, буквально там, не знаю, полметра на полметра, на котором вы сможете расположиться, закупить себе разных материалов, но об этом сейчас чуть позже. То есть на помещении, друзья, я решил, что не записываем. Не обязательно арендовать какое-то помещение, гараж, либо, не знаю, склад, чтобы заниматься украшениями из эпоксидной смолы. Хотя мусор тоже будет. Тут вопросов нет. Итак, помещение мы пропускаем. Переходим к материалам. Тут все так же просто. Я думаю, опять же, многие могут поспорить, но я считаю, что 1 литра эпоксидной смолы будет прям предостаточно, чтобы сделать определенное количество украшений на первом этапе. То есть можно сделать много сережек, колец, подвесок и тому подобного. Достаточно будет действительно 1 литра. Соответственно, мы записываем в наш список 900 рублей за 1 литр эпоксидной смолы. Теперь переходим к материалам. Это, кстати, тоже к материалам относится. Эпоксидная смола, я немножко перепутал, прошу прощения. Тут нам потребуются силиконовые молды, возможно, какие-то там, не знаю, аксессуары, украшения, которые можно будет заливать в сережки, колечки, допустим, может быть, там какие-то блестки или что-то подобное. Этого всего очень много на таких сайтах, как AliExpress, Joom и тому подобного. И действительно, там можно закупиться на небольшую сумму таким количеством молдов и всяких прибамбасов, что этого хватит на первом этапе на очень долго. Буквально там на пару месяцев точно вы забудете обо всем об этом. Но на это я выделил 1500 рублей. Я думаю, в принципе, это небольшая сумма, на нее можно приобрести прям очень много. Так что это мое мнение, опять же. Смола 900 рублей, силиконовые молды, плюс, опять же, всякие красители. Это будут как материалы. Плюс 1500 рублей. Соответственно, 2400 рублей. Переходим к инструменту. Многие скажут, что не потребуется инструмент, но я думаю, что все-таки как-никак гравер потребуется. Сейчас можно приобрести гравер попроще, можно помощнее, можно приобрести вообще бэушный, то есть в аренду как инструмент. Допустим, в столярке не получится взять гравер, но можно приобрести уже, грубо говоря, использованный какой-то, может быть, кто-то купил и не пригодился гравер. Я думаю, за 2000 рублей
вполне возможно найти хороший гравер где-то на Авито, на Юле, либо просто приобрести новый, но он будет очень, допустим, маломощный. Его хватит на первых этапах, чтобы, допустим, какие-то отверстия делать, где-то полирнуть, где-то шлифануть. Гравера будет вполне достаточно. Переходя к расходникам, к материалам, которые будут просто расходоваться для полировки, наждачки и тому подобного, я тоже не стал выделять тут очень много денег, так как, действительно, украшения маленькие, в основном больших украшений я не видел на самом деле, и тут денежек тоже много не потребуется. Я выделил 1000 рублей, и ее будет достаточно также на очень долгий срок. Плюс фурнитура тоже, я ее добавил в расходники, так как она, в принципе, уходит и приходит быстренько. И фурнитура такая вещь, которая достаточно быстро ломается. То есть она может быть, у вас и будет по комплектам все разложено, но много очень фурнитуры, которая просто на этапе, допустим, совмещения с украшением, сборки с украшением ломается, гнется. То есть, в принципе, как расходный материал. Очень дешевый, но все-таки расходный материал. Итого, на выходе мы имеем 5900 рублей. То есть, эпоксидная смола 900 рублей, инструмент, это гравер, 2000 рублей, силиконовые молды, фурнитура, это еще 2000 рублей, ну и плюс всякая наждачка, полировка, еще 1000 рублей. 5900 рублей. Что хотелось бы сказать. Это действительно небольшая сумма, при том, что это цифры, все взяты, грубо говоря, очень так объемно, широко. То есть можно уложиться намного в меньшую сумму, в намного компактней и экономней. Но это такая вот прям обширная, жирная комплектация начального этапа для создания украшений из эпоксидки. И что хотелось бы сказать. Украшения очень востребованы, если вы будете делать красивые, интересные, какие-то необычные, возможно, украшения. Возможно, не через молды, не через силиконовые формочки для эпоксидной смолы, а какие-то, может быть, даже сами будете делать, да, вот что-то, какие-то формочки новенькие. Это будет очень востребовано, потому что я знаю несколько девчонок, которые занимаются украшениями, и они, в принципе, живут прекрасно. Они обеспечивают себя конкретно украшениями из эпоксидной смолы. Друзья, теперь переходим к третьей категории. И это самая непростая категория. Сейчас будет просто масса воды, в принципе, как и в предыдущих двух категориях. Но там я немножечко хотя бы как-то вот вроде в теме немножечко. Вот. В категории творческой я практически ноль. Информация, которую я смог собрать, думаю, она будет несчастной и просто нелепой, но все же я должен об этом сказать. Действительно, очень популярно, очень классно делать картины, делать часы из эпоксидной смолы. И действительно, это очень незатратно. По моим подсчетам, это действительно по моим подсчетам, можете в комментариях указать, где я ошибся, и я буду прям полностью согласен, потому что с этой темой я очень далек от нее. Очень сильно не связывался с ней. Итак, я посчитал, что на первом этапе для того, чтобы заливать картины, заливать часики и что-то подобное, то есть что-то связанное с таким прям творческим подходом, какие-то там необычные узоры или что-то подобное, я подумал, что будет достаточно вполне 3 литров эпоксидной смолы. То есть это 2700 рублей. Везде, в каждой категории 900 рублей, я напоминаю, смола стоит. То есть 2700 рублей. Тут встал вопрос. На что вообще льется смола? Я не знал. Я назвал это холсты, заготовки. Соответственно, я видел такие в Леруа. Можно приобрести их за 300-500 рублей. Можно даже дешевле намного. Они будут, правда, гнуться немножко. Это все не очень классно смотрится. Опять же, я в этой теме прям далек. Я надеюсь, что я попал туда, куда надо, в точку. Так вот, 300-500 рублей примерно, плюс-минус. Это у нас входит также в материалы, так как это не расходники, это материал, который используется для создания украшения. Потом, я так понимаю, что для создания какой-то картины, возможно, часиков, я видел много видеороликов, где создают часики из эпоксидной смолы, там добавляют всякие ракушки, водоросли красивые и тому подобное. Так вот, всего этого добра можно на AliExpress, опять же на Джуми, можно даже в самом простом Леонардо, допустим, в хобби-центре, за небольшую сумму приобрести огромное количество. И, насколько я видел, на одну, допустим, картину, либо часики уходит достаточно большое количество разных украшений и ракушек. И, соответственно, я выделил на все это 1000 рублей.
И теперь переходим к расходникам. Я тут тоже не уверен. Инструмент я не стал добавлять, потому что я не знаю. Мне кажется, это все не шлифуется, это все просто заливается, остается и все как есть. Так вот, инструмент я пропустил и перешел, грубо говоря, сразу же к расходникам. Тоже я не могу утверждать точно, но я надеюсь, что я попал. Думаю, что все-таки наждачка где-то потребуется, полировка, опять же, где-то потребуется. Такие вот расходные материалы, и в этой категории действительно, друзья, я прям полный ноль. Я очень извиняюсь, но захотелось очень внести ее все-таки в эти вот как-то в эти списки наши, так сказать, потому что все-таки это очень популярная тема. Так вот, на расходники я выделил тоже 1000 рублей. Итого по итогу у нас получается 3 литра эпоксидной смолы 2700 рублей, холсты заготовки 500 и украшения с расходниками по 1000 рублей. Итого выходит 5200 рублей. Я думаю, я где-то ошибся, причем, возможно, сильно в этой категории, но приблизительная цифра есть. Теперь, друзья, мы выбрали 3 категории. Соответственно, украшения, бижутерия, творческие какие-то вещи, картины и часики, и эпоксидная столярка. Прям самый, ну, это самая близкая мне тема. Там столики всякие, все такое интересное. В каждой категории разные изделия, разная стоимость этих изделий и, соответственно, разный интерес людей к этому. То есть, есть у кого душа лежит, допустим, к изделиям из дерева и эпоксидки, у кого-то к картинам, у кого-то к украшениям. Главное определиться, что вам нравится. На стоимость тоже не обязательно смотреть, друзья. Я понимаю, что это цифры и достаточно приличные для кого-то, и при том, что и для меня это очень достаточно приличные цифры, но на начальном этапе все-таки можно и поэкономнее. Я брал очень объемно, все, чтобы хватило прям за уши. Можно очень экономно где-то извертеться, где-то с кем-то поговорить, допустим, по поводу даже того же самого помещения, чтобы сделать, допустим, первый стол, либо какой-то, не знаю, может быть, ночник. Можно и инструмент кого-то поискать. Все достаточно, то есть плюс-минус. Тут я не могу с вами спорить, если, допустим, кто-то будет писать, что я не прав. Я согласен. Все плюс-минус. Главное что, друзья, главное определиться, что вам нужно. Главное понимать, что не так много требуется на начальном этапе, как денег, так и материалов, так и инструмента. И все это возможно и доступно. Я надеюсь, что этот ролик кому-то поможет, кого-то, может быть, кому-то ответит на небольшие вопросы, кому-то будет проще. Возможно, вы думали, что действительно требуется что-то нереальное, может быть, какие-то там нереальные вложения. Нет, все очень просто. Начинайте и делайте. Друзья, хотелось бы попросить вас, если вам понравился, либо был полезен этот ролик, поставить лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал, друзья. Такой необычная у нас концовка получилась. Я не смог подвести, правда, итога. Но я думаю, для каждого итог свой. Так вот, друзья, подписывайтесь на канал, если вдруг вам понравился этот видеоролик. Ставьте лайк, это очень поддерживает наш канал. Ну и пишите в комментариях, где я ошибся. Я надеюсь, что я не сильно ошибся. Я вроде бы все прям прочитал, все подсчитал. Но где-то, я думаю, все равно, наверное, я пропустил что-то. Ну а я с вами прощаюсь. Меня зовут Руслан, друзья. Всем пока!